Всем привет, меня зовут Смирнов Иван, и сегодня мы начинаем новую рубрику. Ни для кого не секрет, что одним из путей обучения дизайну является анализ уже существующих проектов и их особенностей. И нас давно просили сделать лекции на эту тему, но до сих пор на это не было свободного времени. И вот мы решили собраться с духом, силами и запустить подобный проект. Суть этого проекта крайне проста. Мы будем брать известные вселенные и популярных персонажей из этих вселенных. И дальше мы будем пытаться проанализировать их. Проанализировать то, как устроен их дизайн, какие характерные приемы там используются. И дальше, для того, чтобы наш анализ не был слишком абстрактным и поверхностным, мы попытаемся применить результаты этого анализа для создания нового дизайна. Но более простого, чтобы это можно было объяснить в рамках одного отдельно взятого урока. В частности, мы будем создавать книжку. Знаете, как говорят, если хочешь проанализировать дизайн какого-либо персонажа, сделай из него книжку. Потому что это действительно классный прием анализа. Взять полученную информацию и попытаться ее каким-либо образом трансформировать. А для того, чтобы этот проект был интересен не только тем, кто уже интересуется дизайном, но и тем, кто только еще учится рисовать, я постараюсь в разных выпусках использовать разные техники рисования. Поэтому, если у вас есть предложения по техникам, которые вы хотели бы изучить, оставляйте их в комментариях к этому выпуску. Итак, начнем. В этом выпуске наш выбор пал на персонажа из известной мультиплеерной игры Overwatch. Наша задача состоит в том, что мы должны создать дизайн книжки, при взгляде на которую зритель узнал бы, к какому персонажу она относится. Этого мы можем достичь, используя характерные приемы дизайна, которые использовались при создании этого персонажа. Давайте его оценим. Персонаж Бастион — это робот. И основное его формообразование, оно достаточно рубленное. То есть он состоит из достаточно простых форм, которые хорошо визуально отделяются друг от друга. И это не мудрено, потому что он буквально состоит из отдельных деталей, которые двигаются друг относительно друга на шарнирах. Поэтому первым этапом в создании нашей книжки будет то, что мы должны определить, из каких форм в итоге она будет состоять. Понятно, что персонаж Бастион достаточно сложный, в нем много элементов, и мы не можем их использовать все. Но нам нужно выделить ключевые, и те, которые наиболее распространены в его дизайне. Здесь выбор очевиден. Мы используем для обложки элементы брони Бастиона. Определив направление для дизайна обложки, дальше мы должны выбрать, какой центральный элемент у нас будет на этой обложке располагаться, потому что мы хотим, чтобы наша книжка получилась интересной. Соответственно, нам нужен какой-то центральный композиционный элемент, то, на что в итоге будет падать взгляд зрителя. И глядя на Бастиона, мы понимаем, что этот элемент может быть совершенно любым. На Бастионе масса характерных элементов. У него очень выразительная голова, и многие элементы с головы можно было бы использовать в дизайне книжки. У него есть запоминающиеся элементы на руках. Но суть в том, что я не хотел, чтобы книжка выглядела буквально сделанной из Бастиона. Я хотел, чтобы она была сделана в теме Бастиона, поэтому я не использовал буквально его голову, никуда не вставлял ее в дизайн, а вместо этого использовал центральный элемент на груди как отправную точку для дизайна. Следующим элементом заимствования стал шарнир для обложки. Наша обложка состоит из твердых элементов, она не может никак гнуться, поэтому мы буквально заимствуем шарнир с исходного дизайна, и это позволяет добиться большей узнаваемости Бастиона в дизайне книжки. Еще одна задача, которую я ставил перед собой, состояла в том, что я хотел добиться рендера, похожего на оригинальный рендер концептов Overwatch. Раз уж мы учимся, то почему бы нам учиться не только дизайну, но и учиться в том числе и рендеру классных концептов. Поэтому, закончив с основным дизайном на драфтованном наброске, я начал делать более чистую версию лайнарта, так как это является составной частью конечного рендера. Закончив лайнарт, я перешел к окклюжену и светотени. Я не всегда использую такой подход, но конкретно в этом случае, мне кажется, он особенно подходит для того, чтобы приблизиться к рендеру Бастиона.
Разобравшись со светотенью, я перехожу на следующий этап. Здесь я должен добавить цвет. И это отличная возможность приблизить дизайн нашей книжки еще больше к дизайну Бастиона, так как у Бастиона совершенно характерные цвета. Более того, если вы смотрели какие-либо лекции про БНУ, базу, нюансы, акцент, то здесь она буквально применяется как по учебнику. Отличный пример продуманного и функционального дизайна. Каждый материал отвечает за свою функцию. Соответственно, здесь наша задача достаточно проста. Мы используем буквально те же цвета, которые мы видим на Бастионе. Тонкость здесь заключается в том, что мы не должны менять их функции. То есть, если у нас материал брони это светло-бежевый и зеленый, а материал внутренней машинерии темно-серый, то мы не должны их поменять местами. У нас не может броня стать темно-серой, а машинерия стать внезапно светло-бежевой или зеленой. Это звучит достаточно очевидно, но тем не менее многие начинающие художники упускают этот момент из виду, и у них может получиться так, что цвета буквально случайно скачут по объекту. Нету никакой консистентности. Нельзя предсказать, какая следующая деталь из какого материала будет сделана. Этап работы с цветом не занимает у нас много времени, и мы планомерно выходим на финишную прямую. То, что нам остается, это добавить немного материальности нашей книжке. Мы показываем блики на материалах и какой-то уровень загрязнения. В Overwatch практически нет идеальных чистых материалов. Они все содержат какой-то уровень потрепанности и изношенности, что делает их более ламповыми. Помимо этого мы добавляем какой-то уровень повреждений. Небольшие сколы, царапины. И то, что нам остается сделать, это буквально добавить немножко декалей. Это стрелочка на переднем зеленом элементе и это маркировка сверху. На этом этапе наша книжка готова. Осталось добавить немножко постобработки и сделать оформление. Я надеюсь, что вам понравился этот урок. Я думаю, что мы сделаем еще пару-тройку книжек по персонажам из Overwatch. Если у вас есть какие-либо предпочтения, то обязательно пишите о них в комментариях. И персонаж, который наберет наибольшее количество голосов, будет использован для создания следующей книжки. Но на Overwatch мы не останавливаемся, и мы будем использовать и другие проекты с другим подходом к дизайну и с другим рендером. Поэтому, если вам интересны другие проекты, то обязательно напишите и о них тоже. Я думаю, что на этом все. Если у вас появились какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. И всем спасибо, всем пока.